Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы уделим внимание банальному вопросу, который звучит «Как дела?». И вы, наверное, замечали, что вам задают очень часто этот вопрос «Как дела?». И очень важно никогда не отвечать именно этим словом на вопрос «Как дела?», а то будете беднеть и болеть всегда. Обращаем на это ваше внимание. Каждое слово, которое мы с вами произносим на протяжении каждого дня своей жизни, это не просто буквы, звуки. Каждая из них несет свою энергетику и помогает человеку притягивать в свою жизнь как положительные, так и отрицательные энергии, а вместе с ними и соответствующие события. Поэтому очень важно научиться следить за всеми теми словами, которые вы произносите вслух, чтобы потом не жалеть о событиях, которые начнут наполнять вашу жизнь. С помощью слова можно помочь человеку и заставить его жить далее, даже в ситуации, когда будет казаться, что весь мир от него отвернулся, что он остался наедине со своими проблемами сам, что положительные энергии к нему не поступают. С помощью слова возможно и нарушить обыденный уровень жизни человека, отобрать у него все то, что имеет для него самое большое значение в жизни, лишить его энергии, а порой и жизненных сил. Также с помощью слова можно постоять за себя и не позволить недоброжелателям, завистливым людям отобрать то, что они могут считать по какой-то ведомой только им причине своим. Каждое слово, которое произносит человек с помощью голоса, тембра и того, какое значение и эмоции в него вкладывает, имеет свою особенную силу. Даже если вы с вашим близким человеком будете одновременно говорить одни и те же слова, например, какому-то вашему знакомому, то вы заметите, что через время они по-разному на него будут влиять. Во многих обрядах, если вы прислушаетесь, большинство слов говорятся неразборчиво, но только важное слово выговаривается с особой скрупулезностью, вкладывается в него особый смысл, указывающий на то, что нужно притянуть в жизни того, кто эти слова проговаривает, или в жизнь того, кого эти слова касаются. И вы знаете, это делается неспроста. Наши предки знали, как использовать силу слова себе во благо и уделяли этому большое значение, чтобы делать свою жизнь лучше, прекрасней, разнообразней и окружать себя только светлыми энергиями, которые будут благоприятно влиять на жизнь в целом. Есть сильные слова, которые способны активизировать нефонетическое биополе, в большей степени концентрируясь на том месте, где оно повреждено. Главное говорить его четко, внятно, размеренно. Так, например, если счастье ушло из вашей жизни, больше акцентируйте внимание на слово именно счастье. Если в отношениях начались какие-то любовные проблемы, угасают чувства, стоит больше внимания концентрировать на слове любовь, люблю, любят, любит. Если у вас имеются денежные проблемы, значит акцентируйте на таких словах, как богатство, благополучие, изобилие, достаток, деньги. Все это быстро поможет вам привлечь в свою жизнь желаемое и активизировать то, что не работало на вас. Важно выработать и манеру речи, говорить уверенно, порой плавно. Это будет не только располагать собеседника к вам, показывая ему, что на вас можно положиться. Он будет ценить вас, но и такой манерой разговора вы сможете притягивать в свою жизнь различные сильные энергии, которые нужны вам на определенном жизненном этапе. Если же вы будете говорить неуверенно, вы будете сомневаться в словах, то и люди в вашем окружении будут сомневаться в вас, а энергии не будут поступать в нужный момент в нужном количестве, так как вы будете излучать посыл неуверенности, а вы знаете, что в свою жизнь мы притягиваем все то, что мы излучаем. Поэтому в таком случае не стоит надеяться на то, что жизнь будет интересной и разнообразной.
Если вы сегодня будете говорить одно, а завтра другое, слова будут использованы в разных контекстах. Вы будете пытаться навязывать себя, командовать окружающими. Это приведет к тому, что люди будут стараться держаться от вас подальше, а вы перекроете и вовсе доступ энергиям в свою жизнь, из-за чего вокруг вас получится энергетический застой, который не только не даст вам ничего нового, но вы даже потеряете все то, что уже успели ранее притянуть. Поэтому, если вы решили, что готовы к тому, чтобы начать следить за тем, какие слова вы произносите, обращать внимание на все то, что собираетесь сказать, вам нужно подумать первым делом о том, что вы хотите изменить, что вы хотите получить, от чего вы хотите избавиться. Только затем проанализируйте манеру своей речи и слова, которые вы говорите. В большинстве случаев, и так, когда выберете путь, не сворачивайте с него, даже если у вас будут появляться какие-то трудности. Да, это очень непростой труд, изменить манеру разговора, употреблять только нужные слова, это займет немалый промежуток времени, но тот, кто сможет это сделать, уж точно не пожалеет, и его жизнь заиграет абсолютно новыми красками. Перед ним откроется все то, что ранее было скрыто, и то, что подарит радостные эмоции и чувства. Научитесь никогда не говорить частичку «не». Например, не проговаривайте «меня, как всегда, преследуют неудачи». Если даже у вас такой на данном этапе жизненный этап, вы должны проговаривать это выражение, но абсолютно другими словами. Например, сейчас период менее удачный. Делая так, вы быстрее пройдете через него, а если в конце добавите «но удача придет в мою жизнь», то быстрее притянете эту нужную энергию в свою жизнь, и удача наполнит ее в том количестве, которое вам просто необходимо. Не нужно говорить и слова «нет». Если будете проговаривать «у меня нет денег», «в моей жизни нет любви», вы так и будете жить безденежной жизнью, в которой не будет места для красивых любовных чувств. А вот если вы будете говорить «у меня сейчас временные финансовые трудности», это поможет вам с ними быстро справиться, так как в таком случае вы обозначаете, что они временны, и это уже скоро закончится. То же самое касается и любви. Если вы сейчас не имеете вторую половинку, и вам задают глупый вопрос, где же ваша любовь, когда же она появится в вашей жизни, вы с уверенностью должны проговаривать «любовь на пути ко мне» или «я ее уже ожидаю». Это приведет к тому, что вы и опомниться не успеете, но в вашей жизни произойдет судьбоносная встреча. Вы встретите прекрасного человека, с которым сможете построить любящие отношения, которые обязательно закончатся браком. Ведь вы сами их призвали, вы сами им дали место, вы создали вибрации, которые на энергетическом уровне их к вам притянули. Поэтому радуйтесь и продолжайте дальше в том же духе. Получайте то, что вы желаете. Никогда не употребляйте нецензурные слова, так как это слова с разрушительным негативом. Они несут в себе темноту и способны нарушать не только гармонию вокруг человека, но и разрушать его энергетическое поле. Люди, которые часто употребляют такие слова, в результате притягивают в свою жизнь темную сущность, которая крепко переплетается с их энергетическим полем, и в их жизни начинается череда сильных проблем, которые они принимают, не понимая, что происходит, и, продолжая употреблять нецензурные слова, еще и приумножают все это. Из-за этого человек теряет жизненную силу, начинает пить, употреблять наркотические вещества, разрушая этим свою жизнь и себя в целом, так как его жизнью управляет уже темная сущность, которую он сам призвал. Такие люди практически никогда не возвращаются из-за энергетической черты невозврата. Они проживают несчастную, неполноценную жизнь. Только у единиц хватает сил и мужества это изменить и пересмотреть не только уровень своей жизни, но и манеру своего разговора. Не стоит ругаться, когда вы проговариваете гневные слова, которые несут в себе негатив. Вы таким действием вредите не только тому человеку, к которому они относятся, но и самому себе. Ведь негатив, который они несут, распространяется с большой силой.
Научитесь отвечать человеку спокойно, не излучая в этот момент агрессию. Например, вас затронула какая-то женщина в общественном транспорте, вы хотели ей нагрубить. Отпустите данный гнев, она и так ничего не поймет, а вы только будете усугублять данную ситуацию и излучать ненужные энергии. Улыбайтесь ей, пожелайте хорошего дня и скажите, что вместо того, чтобы излучать желчь и злость, ей стоило бы заняться своей внешностью, так как злые люди быстро теряют красоту. Вы увидите, как ваши слова на нее повлияют. Она сначала, возможно, опешит, так как не будет такого ожидать, так как ей нужна была негативная подпитка, а она ее просто-навсего не получила. Потом она может еще немного покричать, и до конца пути она будет ощущать изнеможенность, так как сама своим же негативом и будет окружена, а он ее будет разрушать, отбирая тем самым жизненные силы. Такие люди часто болеют с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют проблемы с сердцем, так как эта злость разрушает их изнутри, перекрывая тем самым энергетические каналы. Если у вас на работе есть сотрудница, которая постоянно портит вам настроение, и вы из-за этого расстраиваетесь, и она тем самым нарушает ваши энергетические потоки, тогда возьмите инициативу в свои руки, придя на работу, увидев ее, просто проговорите такие слова: «Что-то ты сегодня не очень выглядишь», или же «Тебе нужно срочно что-то сделать со своими волосами, смени прическу». В этот момент в кармане скрутите дулю и уйдите по своим делам. Она долго будет смотреть вам вслед, и на энергетическом уровне с помощью слов вы установите между вами барьер, и она вас больше не будет трогать. Найдет себе кого-то послабее, а вы уже не будете причинять себе вред с помощью негативных эмоций. Если человек умеет грамотно говорить, умеет выражать правильно свои мысли с помощью слов, он сможет строить прекрасную жизнь и будет постоянно находиться под сильной энергетической защитой слов. Это доступно всем, но только мудрые люди принимают эти значения и используют их себе во благо. Остальные же продолжают употреблять слова, которые им вредят и разрушают все то, чего они добиваются. Немаловажным является и наше умение отвечать на определенные вопросы. Например, каждый из нас часто в свой адрес слышит такой вопрос: «Как дела у тебя? Как твоя жизнь?» И что мы спешим ответить, друзья? Мы спешим сказать слово «нормально», «плохо» и так далее. Есть люди, которые на такой вопрос стараются рассказать все то, что происходит в их жизни в этот момент. Одни могут похвастаться, а другие пожалеться. Такого делать не стоит. Так как если вы будете хвастаться, то попав на недоброжелательного и нечистосердечного человека, а он, излучаемый завистью, в этот момент перекроет потоки светлых энергий, которые помогают вам в том, что вы получаете то, чем сейчас хвастаетесь. В другом же случае, когда вы будете жалеться, вы притянете такими словами в свою жизнь негатив, который будет усугублять все то, что есть плохого в вашей жизни на данном этапе. Большие проблемы и неприятности придут в вашу жизнь. Также не стоит забывать и о том, что никто из людей не любит собеседников, которые стараются все свои проблемы повесить на кого-то другого, так как никакой человек не хочет принимать в свою жизнь негатив, излучаемым кем-то другим. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет складываться ваша жизнь и общение с другими людьми. Поэтому на вопрос «как дела?», если все хорошо, отвечайте уклончиво. Например, «дела радуют», «жизнь у всех прекрасна» или «люблю все то, что есть в моей жизни». Таким образом, вы притянете в свою жизнь хорошие и нужные энергии, приумножите все то, что в ней уже есть. А тот, кому вы будете отвечать на вопрос, не сможет вам навредить. Если же ваши дела не очень, отвечайте, например, так: «решаю жизненные вопросы», или «жду помощи Вселенной», или «все движется, а дальше будет только лучше». Так вы программируете словами себя, вы отправляете правильный посыл и указываете Вселенной на то, что вам требуется ее помощь, так как на данном этапе есть неприятности, с которыми вы справиться самостоятельно не сможете. И такое простое действие поможет вам быстро избавиться от такого рода проблем, и у вас все будет хорошо. То, что тревожило вас, оставит и больше не навредит вам.
Если у вас что-то не ладится, даже наедине сами с собой не концентрируйте на этом внимание и не проговаривайте такие слова, которые могут все только усугубить. Вы должны, наоборот, в такие моменты говорить то, что притянет больше сильных энергий. Например, «Я счастлива», «Я успешна», «Я богата», «Я живу в любви, в изобилии и в богатстве». И все это обязательно придет к вам и будет радовать вас. С помощью слов вы можете влиять на все, когда вы попробуете, вам понравится, и вы больше не захотите произносить необдуманные слова, которые могут принести в вашу жизнь то, что бы вы не хотели в ней видеть, а только желанные события, люди и моменты обязательно будут в нее приходить. Слова – это энергетическая сила, которая способна влиять на нашу жизнь. Так используйте, друзья, ее себе во благо, окружайте себя сильными энергиями и обязательно живите счастливую жизнь. А прямо сейчас в комментариях напишите слово «богатство». И пусть в скором времени деньги полностью окутают вашу жизнь только изобилием, богатством и финансовым благополучием. Вселенная каждого услышит. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.